Они выбросили на пляж измельченную яичную скорлупу, надеясь остановить эрозию побережья. Годы спустя произошло нечто поистине невероятное. То, что начиналось как многообещающее решение, привело к неожиданным результатам. То, что произошло дальше, ошеломило зрителей. На горизонте корабли медленно приближались к пляжу, их массивные корпуса рассекали темно-синие воды, словно безмолвные стражи. На кораблях были тонны измельченной яичной скорлупы, чтобы помочь бороться с эрозией, угрожавшей побережью. Когда корабли пришвартовались, заработали гигантские краны, выбрасывая белую пыль из измельченной яичной скорлупы на береговую линию. Измельченные ракушки рассыпались по песку, покрывая его толстым светлым одеялом, пока рабочие спешили выровнять слои, которые должны были восстановить и стабилизировать хрупкий пляж. За несколько недель до прибытия партии измельченной яичной скорлупы новость об этом новаторском плане быстро распространилась, породив предвкушение и надежду среди защитников окружающей среды, местных сообществ и ученых. Береговые линии в течение многих лет безуспешно боролись с безжалостными волнами и сильными ветрами, что привело к серьезной береговой эрозии. Год за годом целые участки песчаных пляжей исчезали в океане, оставляя после себя бесплодные скалистые берега, на которых когда-то процветали живые экосистемы. Ущерб был нанесен не только окружающей среде. Целые прибрежные города пострадали от наводнений и краха туризма. Необходимость в устойчивом решении была актуальной как никогда. Традиционные методы борьбы с береговой эрозией оказались неэффективными. Выемка песка, дамбы и искусственные барьеры были лишь временными мерами, которые в долгосрочной перспективе часто приносили больше вреда, чем пользы. Казалось, ничто не способно эффективно восстановить естественный баланс пляжей. Именно тогда ученые представили новый подход. Простой, экономичный и удивительно изобретательный. Вместо того, чтобы полагаться на дорогостоящие крупномасштабные инженерные проекты, они предложили использовать измельченную яичную скорлупу, обычные сельскохозяйственные отходы, для стабилизации пляжей. Концепция была революционной, но в то же время простой. Превратите то, что обычно выбрасывалось, в решение насущной экологической проблемы. Идея возникла из-за того, что яичная скорлупа содержит почти 95% карбоната кальция, природного соединения, уже присутствующего в земной коре. Карбонат кальция широко известен своей ролью в оздоровлении почвы и способностью бороться с ее деградацией. Ученые предположили, что измельченная в мелкий, похожий на песок порошок, яичная скорлупа может быть распределена по береговой линии, смешиваясь с имеющимся песком. Карбонат кальция поможет связать частицы песка, что сделает пляж более устойчивым к ветровой и волновой эрозии. Кроме того, повышенный уровень кальция может повысить плодородие почвы, способствуя росту пляжных трав и другой растительности, которые естественным образом стабилизируют дюны. Поддержка проекта быстро росла. Местные органы власти и природоохранные агентства рассматривали это как возможность решить растущую проблему эрозии пляжей без экологических рисков, связанных с традиционными методами. Сельскохозяйственные производители также стремились принять участие в этом проекте, рассматривая его как устойчивый способ утилизации миллионов тонн отходов яичной скорлупы, образующихся ежегодно. То, что когда-то было отходами, заполнявшими свалки и создававшими проблемы с утилизацией, теперь рассматривалось как ценный ресурс, который мог бы помочь восстановить береговые линии и защитить хрупкие экосистемы. Поскольку проект обещал успех, подкрепленный тщательными научными исследованиями, он был быстро одобрен. Правительственные чиновники выделили финансирование, а логистические группы координировали транспортировку яичной скорлупы с заводов по переработке на побережье. Она нуждается в реставрации.
Для перевозки огромных партий измельченной яичной скорлупы были зафрахтованы суда, каждая из которых содержала тысячи тонн мелкого помола. Это были беспрецедентные усилия, скоординированные действия ученых, экологов и отраслевых экспертов, работающих сообща над достижением общей цели. План был амбициозным, но уверенность была высокой. Первые испытания показали многообещающие результаты, а потенциальные выгоды были очевидны. Измельченная яичная скорлупа не только могла помочь уменьшить эрозию и стабилизировать пляжи, но и предлагала способ переработки отходов, которые в противном случае оказались бы на свалках. Это казалось беспроигрышным сценарием. Однако некоторые местные экологические группы и морские эксперты сомневались, когда впервые было объявлено о проекте «Яичная скорлупа». Они выразили серьезную обеспокоенность по поводу потенциальных долгосрочных последствий попадания такого огромного количества посторонних материалов на береговую линию. Для них план использования измельченной яичной скорлупы для борьбы с эрозией казался непроверенным в таких масштабах. Добавление вещества, богатого кальцием, может изменить естественный состав песка и нарушить хрупкий баланс прибрежной экосистемы. В то время как сторонники утверждали, что карбонат кальция является природным соединением, критики опасались, что изменение состава пляжных отложений может оказать непредвиденное воздействие на морскую среду обитания, местную флору и то, как приливы взаимодействуют с берегом. Несмотря на оговорки, срочность ситуации и смелое обещание проекта, восстановить быстро разрушающиеся береговые линии помогли повлиять на общественное мнение. Это предложение было воспринято как необходимая авантюра, экспериментальный, но потенциально новаторский подход к спасению береговой линии от дальнейшего разрушения. Проект продвигался вперед со сдержанным оптимизмом, подкрепленным верой в то, что немедленные действия лучше, чем наблюдение за полным исчезновением пляжа. За кулисами логистика этого масштабного мероприятия разрабатывалась месяцами. Заводы по переработке яиц в 3 штатах координировали свои усилия, складывая горы выброшенной скорлупы на огромных складах. Внутри этих предприятий воздух был насыщен белым порошком, поскольку промышленные измельчители работали круглосуточно, измельчая миллионы яичных скорлупок до состояния мелкого песка. Сам процесс сбора яичной скорлупы превратился в общественную работу. Местные рестораны, пекарни и производители продуктов питания установили специальные контейнеры для сбора яичной скорлупы. Школы запустили экологические программы, в рамках которых учащиеся учатся перерабатывать скорлупу, собирая ее в кафетериях. К этому подключились даже домашние хозяйства. В общественных центрах и на парковках супермаркетов появились пункты сбора пожертвований по соседству. Рабочие в белых защитных костюмах следили за работой сложных шлифовальных станков на перерабатывающих предприятиях, которые могли за считанные минуты измельчить тысячи гильз в порошок. Специалисты по контролю качества регулярно проверяли образцы, чтобы убедиться в правильном размере частиц. Слишком мелкие частицы могут разлететься на ветру. Слишком крупный, и он не сможет должным образом смешаться с пляжным песком. Транспортировка оказалась не менее сложной задачей. Хотя план по восстановлению пляжа с помощью яичной скорлупы был прост в теории, на практике перемещение миллионов тонн хрупкого материала оказалось более сложным, чем ожидалось. Первой проблемой была хрупкость яичной скорлупы. После измельчения в мелкий порошок материал становился очень восприимчивым к влаге. Даже небольшое количество влаги могло привести к образованию комков, что делало яичную скорлупу непригодной для использования в проекте. Чтобы решить эту проблему, специально для этой задачи были разработаны специальные влагонепроницаемые контейнеры.
Эти контейнеры были оснащены воздухонепроницаемыми уплотнениями и многослойной подкладкой, которая защищала порошок во время транспортировки, гарантируя, что он останется сухим и легко распределится по поверхности пляжа. Погрузка измельченной яичной скорлупы на суда была еще одной сложной задачей. Яичная скорлупа перерабатывалась и упаковывалась на внутренних заводах, расположенных вдали от побережья. Оттуда она на грузовиках доставлялась на склады в порту. Однако традиционные методы погрузки и оборудования не могли быть использованы, поскольку порошок из яичной скорлупы требовал бережного обращения, чтобы предотвратить загрязнение и попадание влаги. В доках были установлены специализированные конвейерные ленты с закрытыми системами для транспортировки порошка непосредственно из контейнеров для хранения в корпус судна, не подвергаясь воздействию открытого воздуха. Местоположение площадки для реализации проекта еще больше усложнило ситуацию. Яичную скорлупу приходилось сбрасывать непосредственно на участки пляжа, наиболее пострадавшие от эрозии, которые часто были недоступны по дороге. Большие трейлеры и грузовики не могли добраться до намеченных зон сброса из-за мягкого неустойчивого песка и узких прибрежных дорожек. Вместо этого измельченную яичную скорлупу грузили на небольшие суда с малой осадкой, способные подходить ближе к береговой линии. Эти суда, оснащенные уникальными механизмами разгрузки, затем бросали якорь в открытом море, используя длинные регулируемые трубы для выгрузки материала непосредственно на пляж. Трубы обеспечивали равномерное распределение порошка из яичной скорлупы вдоль береговой линии, имитируя естественное распределение песка волнами. Несмотря на трудности с логистикой, операция продвигалась гладко. Команда инженеров, докеров и специалистов по охране окружающей среды координировали свои действия, чтобы обеспечить доставку материала в намеченные места без потери его целостности. Преодолев эти транспортные трудности, они доставили миллионы тонн измельченной яичной скорлупы к береговым линиям, остро нуждавшимся в укреплении, подготовив почву для того, что, как надеялись, станет прорывным успехом в борьбе с береговой эрозией. Когда измельченная яичная скорлупа наконец была доставлена на место, в воздухе витало предвкушение. Ученые, местные чиновники и любители пляжного отдыха затаили дыхание, желая увидеть, оправдает ли это нетрадиционное решение свои обещания. Люди были полны надежд, когда белые фрагменты были сброшены в море. Теперь у всех на уме был вопрос, может ли этот инновационный подход привести к долгосрочным изменениям, к которым они стремились, или же непредвиденные трудности лежат прямо на поверхности. Поначалу результаты были мгновенными и многообещающими. Когда яичная скорлупа осела, это немедленно повлияло на физическую структуру пляжа. Песок, который когда-то был рыхлым и склонным к смещению, стал более твердым под ногами. Ранее неустойчивые участки пляжа, которые подверглись эрозии настолько, что по ним стало опасно ходить, теперь казались упругими, способными противостоять безжалостному натиску приливов. Некогда неровная береговая линия стала приобретать более однородную форму, ее контуры смягчились благодаря новому укладочному материалу. Но не только земля, казалось, выиграла от внезапного наплыва яичной скорлупы. Дикие животные возвращались толпами, словно их ждали. Морские птицы кружили над головой, низко ныряя, чтобы поклевать обогащенный песок, в то время как маленькие крабы сновали вдоль недавно укрепленной береговой линии. Знакомые звуки их оживленных движений сменили тишину, царившую в этом районе долгие годы. Пляж снова оживился, поскольку животные всех размеров вернулись на свою территорию, успокоенные новым основанием под ногами. Первые признаки успеха были неоспоримы. Проект был немедленно воспринят как триумф, блестящее решение, которое может быть применено в других прибрежных регионах, сталкивающихся с аналогичными проблемами эрозии. Пляж превратился из места экологического опустошения в символ надежды и восстановления.
Местное сообщество гордилось достигнутым. Однако спустя годы после того, как измельченную яичную скорлупу выбросили на берег, первоначальный триумф проекта канул в лету, сменившись тревожными признаками перемен. Одним из первых признаков того, что что-то не так, была текстура песка. Когда-то мягкий рассыпчатый песок стал казаться необычайно твердым и плотным там, где была рассыпана измельченная яичная скорлупа. Сначала это было только в нескольких изолированных местах, но вскоре эффект начал распространяться. Посетители, прогуливавшиеся вдоль береговой линии, замечали, что на ощупь песок был почти как бетон. В некоторых местах он был жестким и неподатливым под ногами. Волнение по поводу более прочного пляжа начало спадать, когда люди поняли, что изменения были вызваны не только стабильностью, но и неестественным уплотнением самой земли. Для местных жителей это стало проблемой. Пловцам, которые раньше любили заходить в теплые неглубокие воды у кромки пляжа, становилось все труднее ориентироваться на береговой линии. То, что когда-то было пологим склоном, ведущим к океану, теперь превратилось в неровный склон. Кромка воды, казалось, отодвинулась назад, а плавный уклон, который когда-то делал пляж излюбленным местом отдыха семей и любителей пляжного отдыха, сменился более неровной местностью. Некоторые туристы даже описывали это как погружение в океан, а не переход его вброд. Но самым тревожным изменением стало внезапное и вызывающее тревогу сокращение численности местной морской флоры и фауны. Виды, которые когда-то процветали на мелководье вблизи берега, виды, которые были источником пищи и жизнеобеспечения для местного сообщества, начали исчезать. Рыбы, которой в этом районе было в изобилии, теперь не хватало, и многие рыбаки возвращались с пустыми руками после многочасового пребывания на воде. Некоторые местные морские биологи предположили, что химический состав воды изменился. Карбонат кальция, содержащийся в яичной скорлупе, предназначенный для укрепления структуры пляжа, начал просачиваться в воду, вызывая постепенное подкисление экосистемы океана. Морские растения, которые когда-то процветали вблизи берега, начали увядать и погибать. Хрупкое равновесие, которое когда-то поддерживало морскую флору и фауну в этом регионе, теперь оказалось под угрозой, поскольку карбонат кальция начал вступать в реакцию с соленой водой. Это создало дисбаланс, который повлиял не только на физическую структуру пляжа, но и на всю морскую пищевую цепочку. Новость об этом вскоре распространилась, и некогда многообещающий проект стал более мрачным. Местные жители, которые были в восторге от преображения пляжа, выразили свое недовольство. Песок, спрессованный до неестественной консистенции, затруднял ходьбу. Некоторые участки береговой линии начали неестественно размываться, образуя глубокие, неровные борозды, которые оставляли зазубренные, обнаженные участки камня и земли. Эти внезапные, неожиданные изменения превратили пляж из убежища в напоминание о том, что природа не всегда следует планам человека. Также поступали сообщения о странных, неестественных наростах вдоль береговой линии. Некоторые жители утверждали, что видели странные образования растений, необычные грибы и другие наросты вдоль недавно облагороженного пляжа. Это были необычные прибрежные растения. Они выглядели искаженными и незнакомыми, что, возможно, свидетельствовало о том, что хрупкая экосистема была нарушена таким образом, что сразу понять это было невозможно. В некоторых местах на песке даже появился липкий налет, которого раньше не было, что затрудняло свободное передвижение даже мелких животных. Пляж, некогда бывший пристанищем дикой природы, теперь казался чужим для существ, которые называли его своим домом. Туристы, которые годами стекались в этот район, начали держаться подальше. В городе, который когда-то процветал как прибрежная достопримечательность, сейчас наблюдается резкий спад туризма. То, что раньше было красивым и нетронутым местом, теперь было испорчено неестественными образованиями и разрушенными участками береговой линии. Многие посетители, приехавшие насладиться песком и серфингом, были
были встревожены новым пересеченным рельефом и странными искусственными рифами, усеивающими пляж. Привлекательность пляжа как места отдыха начала исчезать, и туристы стали искать другие, более нетронутые берега. Увидев все это, местные власти и защитники окружающей среды немедленно приступили к очистке, надеясь возместить нанесенный ущерб. Работы по очистке быстро приобрели массовый характер, поскольку рабочие осознали масштабы ущерба, причиненного оплавленной яичной скорлупой. Рабочие привезли тяжелое промышленное оборудование, рассчитывая без особых проблем разобрать затвердевшие отложения карбоната кальция. Но то, что считалось простой задачей, оказалось практически невыполнимой. Кальций соединился с песком, образовав твердый, похожий на бетон материал, который уходил глубоко в землю. Первоначально созданные в рамках проекта Eggshell, эти сооружения теперь действовали как искусственные рифы, но были не похожи ни на одно естественное образование. Экипажи изо всех сил пытались разделить их, сталкиваясь с сопротивлением самого мощного оборудования. На этом сложности не закончились. По мере продолжения работ по очистке прибыли ученые из различных экологических организаций, чтобы оценить более широкое воздействие на экосистему. Морские биологи заметили, что жесткие конструкции нарушили естественное течение океанских течений, что повлияло на морскую среду обитания вдоль побережья. Популяции рыб, которые когда-то процветали в условиях умеренных приливов и отливной зоны, теперь с трудом приспосабливались к стоячим водам, образованным рифообразными барьерами. Удивительно, но некоторые виды начали приспосабливаться, демонстрируя уникальное поведение, позволяющее им ориентироваться в изменившейся среде. Было замечено, что некоторые рыбы используют искусственные образования в качестве укрытия, а крабы начали зарываться в твердые участки, рассматривая их как расщелины в скалах. Эти неожиданные изменения усложнили процесс удаления, поскольку нарушение новых местообитаний могло нанести дополнительный вред. После нескольких месяцев усилий и значительных инвестиций был достигнут определенный прогресс. Участки пляжа были расчищены, а качество воды улучшилось. Морские обитатели постепенно возвращались в районы, где кальциевые образования были удалены, что свидетельствовало о начале экологического восстановления. Однако более половины затвердевших отложений осталось. Многие из них погребены под слоями песка или покрыты морской живностью, что затрудняет доступ к ним. Команды по очистке столкнулись с дилеммой. Им нужно было убрать эти образования, чтобы восстановить пляж и избежать дальнейшего уничтожения видов, которые приспособились к новой среде обитания. Через 2 года наступил поворотный момент, когда к усилиям присоединились защитники окружающей среды и технологические компании. Они привезли с собой ультрасовременное оборудование, в том числе автономные подводные аппараты АУВ, предназначенные для точного удаления подводного мусора. Эти роботы, управляемые командой морских специалистов, могли аккуратно извлекать участки затвердевшего кальция, не причиняя вреда окружающей морской флоре и фауне. Эта новая технология ускорила процесс очистки, позволив бригадам эффективно воздействовать на наиболее проблемные участки. Несмотря на эти достижения, пляж не был полностью восстановлен. На больших участках остались шрамы, глубокие колеи и утрамбованные участки песка все еще видны. Усилия были направлены не на полное восстановление, а на сведение к минимуму долгосрочного ущерба. В итоге пляж превратился в поучительную историю. Корабли выгрузили миллионы яичной скорлупы, надеясь спасти пляж от эрозии. Вместо этого они создали ситуацию намного худшую, чем та, которую они пытались исправить. То, что казалось блестящим решением, превратилось в кошмар, которого никто не мог предвидеть. Что вы думаете о проекте Eggshell? Считаете ли вы, что он был обречен с самого начала? Или это могло бы сработать при более тщательном планировании? Поделитесь с нами своими мыслями в комментариях ниже
И не забудьте поставить лайк и подписаться на новые интересные истории.